Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я покажу вам, как можно сделать вечный календарь, который способен стать не только уютным и в то же время очень современным декором в стиле фармхаус, но и отличным подарком на Новый год. Ведь следующий год – это год быка, а точнее нечетный год по восточному календарю – это год коровы. Ну и я была бы не я, если бы не сделала ящичек с мотивирующей надписью для нужных мелочей. Ну что, приступим к работе. Все размеры вы видите на экране. Также они есть в описании под этим видео. Вырезаем все необходимые детали из переплетного или пивного картона и склеиваем их в нужные элементы. Я склеиваю полимерным клеем, перелитым для удобства работы в шприц, но можно воспользоваться ПВА или термопистолетом. Озвучки в этот раз будет по минимуму, так как, на мой взгляд, по видео и так все достаточно ясно и понятно. Но если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях, и я обязательно вам всем отвечу. Корова – это детская игрушка из набора домашних животных. Естественно, можно использовать любую другую фигурку или вовсе обойтись без нее. Это уже на ваше усмотрение. Грунтуем фигурку коровы и все картонные заготовки белым акриловым грунтом. Сушим и переходим к росписи акриловыми красками.
В описании под этим видео вы найдете шаблоны всех надписей и цифр. Можно сделать декупаж, но я решила просто перевести с помощью копирки весь текст на заготовки. С помощью полимерного клея приклеиваем корову на верхнюю часть календаря. В Леонардо я покупала фурнитуру для шкатулок и решила использовать ручку для ящичка, также приклеив ее на полимерный клей. Украшаю корову золотым колокольчиком на черном кожаном шнуре. Добавляем золотых акцентов, и наш календарь готов. Надеюсь, это видео вам понравилось, и если это так, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!